В этом видео вы узнаете 3 шага, как стать уверенной в себе женщиной, как стать уверенным в себе мужчиной, как стать уверенным в себе человеком. Первый важный шаг. Уверенный в себе человек совершенно 100% точно умеет присваивать себе свои достижения. Когда что-то происходит, где он принимает участие, хорошо, имеет хороший какой-то результат, уверенный в себе человек знает, понимает, что это его заслуга. Неуверенный в себе человек склонен не замечать своих достижений, придавать все воле случая или кто-то рядом был и поэтому у него получилось. Нет, нужно научиться фокусировать свое внимание на том, что именно вы вносите вклад в развитие каких-то событий успешных, что именно вы что-то сделали хорошо, именно благодаря вам что-то получилось. Хорошие стороны вашей жизни, они сегодня есть у вас именно благодаря вам. Не с неба свалилось. Вы своими руками, своей головой, своей энергией сделали то хорошее, что есть сегодня в вашей жизни. Поэтому возьмите ручку, листик, выпишите, чем вы можете гордиться, что такого хорошего вы уже сделали для себя, может быть, для других людей, что вас может отличать от других людей, какие есть у вас достижения. Все, что придет на ум, выпишите и осознайте, что это ваших рук дело, а не кого-то другого. Присвойте себе свои достижения. Второй шаг. Самый простой, потому что его может сделать абсолютно каждый. Занимайтесь спортом регулярно и высыпайтесь. Дело в том, что вы можете здесь со мной немножко поспорить, ведь наверняка вы можете представить себе пример человека, который очень уверен в себе, вы точно замечаете, что он уверенный в себе человек, но при этом он антиспортивный, он не занимается спортом. Да, такое возможно, если человек вырос уже в обстановке, которая его верно питала и сформировала, помогла ему сформироваться как уверенному в себе человеку, то ему спорт не обязателен. Если же вы замечаете за собой, что вы не уверенный в себе человек, вы уже выросли таким, сформировались, то именно спорт регулярный, то есть прокачанное физическое тело, увеличенный обмен веществ, хорошее регулярное кровоснабжение, нужное количество мышц в теле помогут вашей психике адаптироваться и формировать вам новые навыки, навыки уверенного в себе человека. Условно можно представить, что у человека временно болит нога, перелом, гипс, нужно заново научиться ходить. И чтобы убрать нагрузку с ноги, он берет костыли. И часть физической нагрузки перекладывает на костыли, то есть есть такой помощник на какое-то время, чтобы часть нагрузки убрать. То же самое происходит, если вы помогаете себе через физическое тело, через хороший качественный сон и через регулярные физические нагрузки, помогаете с психики, часть нагрузки убираете, она более сильная, и ей легче выработать новые навыки вашей психики. В здоровом теле здоровый дух. Это важно помнить. Важно научиться проживать большую часть жизни в состоянии взрослого или родителя. Дело в том, что каждая личность, я, ты, любой, кого вы можете сейчас вспомнить, внутри состоит из частей. Представьте снеговика из 3 шариков. Ребенок, взрослый, родитель. Когда вы чувствуете неуверенность в себе, вы находитесь в ребенке, в детской позиции. Ребенок может быть неуверенным в себе. Ребенку нужно получать реакцию от мира и формировать свое самоощущение от того, как мир на него реагирует. Взрослому это уже не нужно, у него уже сформировано. Итак, уверенный в себе человек в те моменты, когда вы видите его уверенным в себе, точно находится или во взрослом, или в родителе. Он не находится в ребенке. Когда вы оказываетесь для вас сложной жизненной ситуации, у нас у всех ситуации сложные, разные, и чувствуете себя неуверенным в себе, вы проваливаетесь в детское состояние. Так вот, нужно выработать новый навык из детского состояния в этих сложных ваших ситуациях выходить во взрослого или в родителя, в зависимости от ситуации. Приведу пример. Представим, есть женщина, например, ее зовут Аня. Она мама ребенка. Она периодически не уверена в себе, она стеснительна, не очень хорошо умеет контактировать с людьми, не очень общительна. И вот она идет по улице, и кто-то случайно пытается обидеть ее малыша. И тут она превращается в очень уверенную в себе женщину. Она отстаивает своего ребенка, она его защищает, она делает все, что для этого нужно. Почему ей легко в этот момент
проявить себя как уверенный в себе человек, настоять на своих границах, правах, защитить ребенка. А в жизни она не уверена, потому что в этот момент она находится физически на самом деле в роли мамы, в роли родителя. То есть неуверенная в себе девочка, например, Аня, может проявить себя как очень уверенная в себе женщина, когда она реально защищает своего ребенка. Вам это знакомо? Итого, чтобы из неуверенного человека превратиться в уверенного в себе человека, один из важных шагов – это натренировать навык, способность в сложных жизненных ситуациях переключаться из ребенка во взрослого или в родителя. Это можно сделать в группе людей или с психологом индивидуально. Для того, чтобы входить в эти состояния, нужно ощутить обратную связь от мира, от людей. Нужна помощь со стороны. Самому это сделать, может быть, можно? Попробуйте. Я сама тренировала свою уверенность в себе таким образом с психологом. Это мой путь. У вас может быть путь другой. Я рассказываю вам, как это чаще всего получается легко и эффективно. Можете пробовать сами в сложные моменты, когда вы чувствуете, что вы проваливаетесь в неуверенность в себе, проговаривать себе, что, наверное, я сейчас вошел в своего ребенка, а мне бы нужно выйти из ребенка во взрослого. Взрослый, который живет независимо от оценок, взрослый, который понимает, что он не будет никогда нравиться всем. Не существует ведь в мире ни одного человека, который точно нравится всем. Вот смотрите, Анджелина Джоли. Такая красивая женщина. Очень многим нравится. Но всегда находятся те, кто говорят, что нет, мне Анджелина Джоли не нравится, мне вместо нее нравится, например, Моника Беллуччи. В продолжение к этой теме, к этому видео, есть еще одно видео, которое раскрывает эту тему глубже. 3 мифа на пути к уверенности в себе. Это 3 шага, которые часто рекомендуют в интернете, в социуме. Сделай это, и ты станешь уверенным в себе. Но на самом деле, если вы попробуете это сделать, никакой уверенности в себе не прибавится. Если вам интересна эта тема, переходите в описание под видео, там есть ссылка на видео с 3 мифами. Если вам хочется больше полезных, интересных видео, подписывайтесь на этот канал, оставайтесь со мной. Если есть вопросы, смело пишите их внизу в комментариях, я читаю комментарии, отвечаю на ваши вопросы. А если видео оказалось вам полезным, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк, чтобы другие люди тоже смогли увидеть эту информацию. До встречи в следующих видео, пока!